Здравствуйте, дорогие друзья! Я уже вам показывал отсос-пылеуловитель для электролобзика. Теперь я попытаюсь изготовить пылеуловитель для дрели. Взяв за основу подходящий по размерам обрезок плексигласа, я нарисовал вот этот эскиз. При обработке краев этой заготовки у моего предыдущего проекта неожиданно открылась дополнительная полезная функция. Я рассчитываю, что через этот плексиглас можно будет увидеть разметку отверстия, да и сам процесс сверления. Большие отверстия я сверлил в два этапа, чтобы не расколоть оргстекло. Заодно я просверлил еще пару отверстий в насадке для пылесоса, из которой предварительно удалил блок со щетиной. Рамку вы можете выполнить из любого доступного материала, а я использовал обрезок ламината, оставшегося от другого проекта. Оргстекло к этой рамке можно приклеить двухсторонним скотчем или контактным клеем. Уплотнительная резина, предназначенная для окон, может обеспечить хорошее прилегание пылеуловителя к стене или потолку. Для герметизации стыка между плексигласом и насадкой от пылесоса я вырезал прокладку из пенополиэтилена. Эту насадку я прикрепил к пылеуловителю двумя длинными винтами М3, используя стопорные шайбы. Но вы можете применить любой другой стопорный элемент, которым может оказаться какая-нибудь краска или даже лак для ногтей. Два отверстия в пылеуловителе были предусмотрены на тот случай, если нужно будет сверлить отверстие на краю стены. Неиспользуемое отверстие при этом придется закрывать пробкой. Как и ожидалось, атмосферное давление надежно прижимает пылеуловитель к стене и потолку. А теперь проведем полевые испытания. Чтобы при сверлении отверстий сверло не убежало в сторону, вам следует пробить в кафельной плитке небольшие углубления. А теперь позволим пылеуловителю присосаться к стене. Я вам рекомендую включать режим перфоратора только после того, как вы просверлите кафельную плитку. Ну и как вы видите, пылеуловитель успешно всасывает пыль. Пожалуй, сейчас самое время сообщить, что я не использовал пластиковые дюбели из комплекта этой ручки. При их изготовлении сэкономили пластик, а саморезы имели диаметр всего 3,5 мм при диаметре дюбеля 6 мм. Я подобрал вот такие более надежные дюбели диаметром 6 мм и к ним саморезы диаметром 5 мм. Чтобы легче было вкручивать такие саморезы, вы можете использовать любую густую смазку. Творческих вам успехов, друзья! До встречи на канале!